После завершения боевых действий в Нагорном Карабахе противостояние Армении и Азербайджана переместилось в юридическую плоскость. Взаимные обвинения достигли Международного суда ООН, где страны пытаются доказать свою правоту в вопросах этнических чисток, дискриминации и нарушения прав человека. Армения подала иск, обвиняя Азербайджан в систематическом притеснении и изгнании армянского населения. В официальных документах говорится, что после осенней операции 2023 года более 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе, опасаясь репрессий и насилия. Ереван утверждает, что власти Баку умышленно создавали невыносимые условия для проживания, блокируя гуманитарные поставки, уничтожая культурное наследие и устраивая кампании психологического давления. С другой стороны, Азербайджан подал встречный иск, обвиняя Армению в многолетних дискриминационных действиях против азербайджанского населения. По версии Баку, с 1990-х годов сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, а их имущество подверглось разграблению. Азербайджанские власти также заявляют, что армянские военные уничтожали мусульманские мечети, кладбища и другие объекты, имеющие культурную и историческую значимость для азербайджанского народа. 12 ноября 2024 года Международный суд ООН признал оба иска обоснованными и постановил начать их детальное рассмотрение. Судьи отметили, что представленные доказательства требуют тщательного изучения, а заявления сторон имеют юридическую основу. Таким образом, процесс официально перешел в фазу судебных слушаний, которые могут затянуться на несколько лет. Армения добивается международного признания этнических чисток, что в будущем может стать основанием для экономических санкций против Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, стремится к юридическому закреплению своих территориальных прав и требует компенсаций за многолетнее разрушение и утрату собственности азербайджанцев. Этот судебный процесс не просто вопрос справедливости, он стал мощным инструментом дипломатической борьбы. Одна из ключевых задач Баку — убедить международное сообщество в том, что армянские власти десятилетиями практиковали политику дискриминации и незаконного удержания территорий. В свою очередь, Армения стремится показать, что действия Азербайджана привели к массовым страданиям мирного населения и лишению десятков тысяч людей их домов. Однако есть риск, что этот процесс не приведет к реальному решению конфликта, а только усугубит напряженность. Судебные разбирательства могут затянуться, но их результаты окажут серьезное влияние на будущее взаимоотношений двух стран. Некоторые эксперты считают, что окончательный вердикт будет использован в политических целях и может стать очередным поводом для дипломатического противостояния. На фоне судебных разбирательств продолжаются мирные переговоры. Азербайджан требует, чтобы Армения внесла изменения в Конституцию, полностью отказавшись от территориальных претензий на Карабах. Армянская сторона требует международных гарантий безопасности для тех, кто покинул регион, и настаивает на защите культурного наследия. Особое внимание в судебном процессе уделяется вопросу военнопленных и пропавших без вести. Армения заявляет, что Азербайджан удерживает десятки армянских военнослужащих, несмотря на требования их освобождения. В свою очередь, Баку утверждает, что Ереван скрывает данные о пропавших без вести азербайджанцах и не предпринимает шагов для их поиска. Международные организации пристально следят за ходом судебных процессов. Эксперты в области прав человека подчеркивают, что разбирательство может стать важным шагом к фиксации нарушений, если суд объективно рассмотрит все представленные доказательства. Однако есть сомнения в том, что итоговое решение приведет к реальному примирению между странами. Судебный процесс в Гааге — это не только попытка установить истину, но и способ давления на мировую общественность. В ближайшие годы это дело может стать ключевым аргументом в международных переговорах, влияя на стратегические решения и геополитические расклады в регионе.
Однако остается открытым вопрос, приведет ли судебное разбирательство к справедливости или лишь углубит существующие противоречия. В феврале 2025 года Азербайджан подал иск в Постоянную палату Третейского суда в Гааге, обвинив Армению в нанесении значительного экологического ущерба. Этот шаг стал неожиданным поворотом в юридическом противостоянии между странами, перенеся конфликт из сферы военных действий и территориальных споров в область международного экологического права. По версии азербайджанской стороны, во время многолетнего контроля над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями Армения систематически эксплуатировала природные ресурсы региона, нанося серьезный урон окружающей среде. В иске говорится, что армянские власти занимались масштабной вырубкой лесов, бесконтрольной добычей полезных ископаемых, загрязнением водных источников и разрушением заповедных зон. Особенно остро стоит вопрос уничтожения Басут-Чайского государственного заповедника. Согласно документам, представленным азербайджанской стороной, на территории этого охраняемого природного объекта велась неконтролируемая вырубка деревьев, что привело к уничтожению редких экосистем. Баку утверждает, что такие действия Армении не только нанесли непоправимый ущерб природе региона, но и нарушили международные соглашения по охране окружающей среды. В качестве доказательств азербайджанская сторона предоставила спутниковые снимки, фиксирующие резкое сокращение лесного покрова в регионе за последние десятилетия. По данным экспертов, общая площадь вырубленных лесов достигает нескольких тысяч гектаров. Баку также ссылается на свидетельства местных жителей и видеозаписи, подтверждающие деятельность армянских компаний по незаконному извлечению природных ресурсов. Армения категорически отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными и необоснованными. Официальный Ереван утверждает, что использование природных ресурсов в регионе осуществлялось в рамках национального законодательства и не нарушало экологические нормы. В ответ на обвинение Армения также предоставила свои спутниковые данные, которые, по словам ее представителей, доказывают, что вырубка лесов в регионе велась минимально и в пределах допустимых норм. Эксперты в области международного права и экологии отмечают, что данный судебный процесс может стать важным прецедентом. Если Азербайджану удастся доказать нанесение экологического ущерба, это создаст новый механизм привлечения стран к ответственности за разрушение окружающей среды в зонах военных конфликтов. Однако для вынесения объективного решения суду потребуется независимое расследование, что может занять несколько лет. На данный момент международные организации, такие как ООН и Европейский суд по правам человека, выразили готовность следить за разбирательством. Некоторые природоохранные группы поддерживают идею независимого аудита состояния окружающей среды в Карабахе. Вопрос о возможности проведения такого расследования остается открытым, поскольку стороны конфликта не готовы допускать международных наблюдателей на спорные территории. Кроме экологического аспекта, этот иск имеет важное политическое значение. Баку использует его как инструмент давления на международное сообщество, стремясь показать, что Армения несет ответственность не только за военные преступления, но и за долгосрочный вред региону. Одной из целей Азербайджана может быть требование финансовых компенсаций за нанесенный ущерб, что создаст дополнительное экономическое давление на Армению. Для Армении этот судебный процесс представляет серьезную угрозу, поскольку признание ее вины может повлиять на будущие международные соглашения. Если суд встанет на сторону Азербайджана, это может привести к введению новых ограничений в отношении Армении в сфере международного сотрудничества. Также возможен вариант, при котором иск будет использован в мирных переговорах в качестве аргумента для получения уступок от Еревана. Некоторые международные аналитики считают, что экологический иск — это не более чем новый элемент дипломатической войны. В условиях продолжающихся споров между странами подобные судебные разбирательства могут служить способом усиления позиций одной из сторон.
Однако даже если суд не примет сторону Азербайджана, этот процесс привлечет внимание к вопросу экологической ответственности в зонах военных конфликтов. На данном этапе остается неясным, приведет ли этот процесс к реальным последствиям или останется в рамках политического давления. В любом случае, его исход станет важным сигналом для всего региона и может определить новую стратегию международных разбирательств по вопросам экологии. Вопрос заключается в том, действительно ли этот иск касается окружающей среды или же он является еще одним инструментом в политической игре.